Как предоставить доступ к вашим рассылкам в Sendler сотруднику или партнеру? Привет, с вами Руслан Самсонкин, и мы продолжаем изучение сервиса рассылок Sendler. Для предоставления доступа к вашей рассылке в сообществе необходимо войти в Sendler по прямой ссылке, либо через сообщество ВК. Вот я пишу sendler.ru, открывается сайт, нажимаю «Войти». Если вы еще не регистрировались, то видео об этом есть по ссылке в описании. Дальше я захожу в группу, которой мне необходимо предоставить доступ сотруднику, нажимаю «Тестовая группа», здесь нажимаю «Настройки», внизу выбираю «Доступ». И с правой стороны есть кнопка «Добавить сотрудника». Вверху необходимо вставить ссылку на профиль пользователя, которому вы предоставляете доступ. Как это сделать? Вы просто заходите на главную страницу пользователя. В моем случае это мой второй тестовый аккаунт. Здесь вот вверху я как раз таки беру эту ссылку, копировать ссылку. Перехожу обратно в Sendler и здесь вставляю ссылку. Дальше я могу выбрать различные варианты предоставления доступа. В качестве наблюдателя, то есть пользователь может увидеть статистику подписок и отправленных сообщений. В качестве модератора он может создавать и изменять рассылки и чат-ботов без доступа к экспорту данных. Дальше редактор имеет доступ ко всем функциям рассылок и чат-ботов, а вот администратор может еще и добавлять своих сотрудников, если вы предоставите ему такую возможность. Я выбираю вариант редактор и нажимаю «Добавить». И вот, пожалуйста, сразу же сотрудник добавился. У него указан статус, он редактор, я руководитель. У меня здесь тариф пока бесплатный. В следующих видео я покажу, как перейти на другой тариф. Но могу сказать о том, что если у вас, например, как у руководителя бесплатный тариф, а у вашего редактора, например, свой есть аккаунт в Sendler, и у него тариф более высокий, платный, на 2000, на 3 и так далее, это не значит, что если он будет управлять вашим сообществом, то, соответственно, у вас будет больше возможностей. Нет, он будет работать именно с вашим тарифным планом. Как же может зайти ваш редактор, администратор и посмотреть, предоставлен ли ему доступ к вашему сообществу в Sendler? Значит, пользователь, вот я, например, захожу в Sendler и здесь выбираю раздел «Гостевые». И вот, пожалуйста, у меня есть доступ к тестовой группе. Я нажимаю и могу вот перейти и управлять этой группой. Есть и другой способ самостоятельно получить гостевой доступ в качестве редактора какой-либо из групп. Но для этого необходимо, чтобы были соблюдены несколько условий. Во-первых, тот пользователь, который хочет самостоятельно стать редактором в Sendler, он должен быть в составе руководителей группы. Вот у меня есть группа партнеров, перехожу в раздел руководители, и вот у меня я являюсь владельцем, и вот есть администратор. Вот как раз таки администратор и может получить доступ к моей рассылке в Sendler самостоятельно. И естественно у меня уже подключена рассылка в Sendler, то есть эта группа уже подключена к рассылке. Итак, я захожу от лица администратора группы, и я хочу самостоятельно получить доступ к управлению рассылкой в Sendler этой группы. Для этого я захожу в Sendler, нажимаю на кнопку «Подключить сообщество». Здесь открывается список, где видны сообщества, группы, паблики, в которых я являюсь либо руководителем, создателем, либо администратором, редактором. И вот я нахожу это сообщество, вот она, группа партнеров. И здесь я нажимаю на кнопку «Получить доступ». Появляется окошко, тут написано, кто является руководителем, я нажимаю «Получить доступ». Все. Доступ у меня получен. Если мы перейдем в настройки этой группы в Sendler, настройки, доступ, то вот у меня есть доступ как редактора. С правой стороны я могу сам у себя удалить доступ. Если я, например, зайду от лица руководителя, то я могу разжаловать этого сотрудника, то есть его удалить. Вот нажимаю на шестеренку и здесь могу его удалить, либо изменить ему доступ к этой группе, либо назначить его руководителем.
Что же такое передать руководство мне? Если вы хотите передать права доступа к сообществу, соответственно, вместе с рассылкой, то владелец сообщества должен назначить вас владельцем своего сообщества, и уже потом вы можете нажать на кнопку «Передать руководство мне» и получить управление Sendler в этом сообществе в полном объеме. Ну что ж, на этом все. Если видео показалось вам полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. До встречи, пока-пока.